Особенная жестокость в войнах появилась с переходом от княжеских дружин, профессионалы третья каста, к призывной наборной армии, состоящей из набранных рекрутированных крестьян. Не имея морального кодекса, ограничений, эти люди с простым примитивным сознанием относятся к войне как к обычной, но опасной физической работе. Ими движет страх. В итоге они двигаются от большей опасности к меньшей. Важно, чтобы врага они боялись меньше, чем своего сержанта. Отсюда и заградотряды, которые направляли рабоче-крестьянскую армию на врагов. Воины, третья каста, аристократы имеют моральный кодекс, понятия. Они выполняют любые приказы начальства. Если первой кастой движет страх, то вторая каста ищет выгоду: грабители, мародеры, насильники, дезертиры. Именно люди второй касты проявляют на войне излишний садизм и обожают пытать пленных. Поскольку тюрьмы и концлагеря находятся в тылу, то именно там и скапливаются люди второй касты. Люди четвертой касты, как правило, не подвергают свою жизнь и здоровье зряшному риску, однако могут себя потратить ради определенной цели. Маги используют свое время для обучения, набора качеств. Они осознают себя как ментальное, бессмертное тело, а физические тела как некие сменные насадки. Однако всегда присутствует фактор неопределенности. В результате непонятно, какие именно в следующий раз будут стартовые условия, сколько времени придется восстанавливать личность, насколько сложно будет создать приемлемые условия для развития сознания. Поэтому маги очень рационально относятся к собственной жизни и не тратят ее из-за пустяков. Если кто-то убивает себя из-за несчастной любви или из-за неумения заработать деньги, то будьте уверены, что это не маг. Маги используют свое тело предельно рационально и стараются поддерживать его в максимально здоровой форме. Тело для мага – важный ресурс, который он старается расходовать крайне экономно. Чем дольше маг сможет прожить, тем больше опыта приобретет и тем больше качеств наработает. Соответственно, в следующем воплощении обретет больше могущества. Последующее воплощение зависит от того, что маг успел сделать в этом. Поэтому маг всегда занят, у него есть дело. Маг никогда не испытывает скуки. Зная теорию, маг может определить свое текущее место в эволюции сознания и составить для себя план работы на ближайшее время. В зависимости от стихии, специализации и положения точки сборки, маг определяет достигнутую им позицию и находит для себя оптимальный тип практик –